Как история каждого фрукта начинается с маленького соцветия, так и имя большого бренда начинается с производства. Сегодня имя компании «Семушка» на российском рынке прочно ассоциируется с качеством и отменным вкусом. Более 200 наименований ассортимента и порядка 1,5 миллиона упаковок продукции в месяц. Как такое возможно? Давайте отправимся туда, где вдали от городского шума, в окружении лесов и озер расположилось производство компании «Семушка», чтобы увидеть все своими глазами. Итак, в самом начале премиальная продукция от лучших в мире поставщиков прибывает в этот цех. По коробкам с орехами и сухофруктами можно изучать географию стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Ближнего и Дальнего Востока. И все это только проверенные и надежные производители. Здесь сырье принимают и пересыпают в пластиковые контейнеры. Почему пластиковые? Они безопаснее деревянных ящиков, не рассыпаются на стружки и опилки. Обязательные условия — заполнение маршрутного листа. Это путевка продукции на предприятие, ее входной билет. Без него ни один орех не пройдет досмотр и не поступит на борт «Семушки». Орехи всех видов направо, сухофрукты налево. Для чего? Скоро увидим, но не сразу. Продукции, которая только ожидает своей очереди перед началом путешествия по цехам предприятия, приготовлено специальное место. Это огромные холодильники. Здесь соблюдается особый режим. Круглосуточно поддерживается низкая температура и определенная влажность воздуха. У холодильника несколько отделов, потому как финики, например, лучше хранятся при минус 18. Орех пекан и кедровый при плюс 6. А для арахиса подходит температура плюс 16 градусов Цельсия. Орехи от «Семушки» всегда отборные, более крупные, без дефектов. Как удается выбирать именно такие? Неужели вручную? Некоторые виды орехов нуждаются в очень внимательном осмотре, поэтому ручной труд действительно есть. Однако без новейшей умной техники не обойтись. Это фотосепаратор. Сначала он, как огромный пылесос, через трубу засасывает в себя орехи, а затем начинает их фотографировать. Каждый орех от «Семушки», побывавший в нем, имеет свое портфолио. Те орехи, которые по калибру близки к идеальному образцу, отправляются в один контейнер, а те, что имеют небольшие дефекты или малого размера, в другой. Вот такие идеальные орехи можно будет найти в каждой упаковке с готовой продукцией. А те, что не вышли размером или раскололись при транспортировке, превращаются в дробленые смеси, которые так любят кондитеры. А что делать с неочищенными орехами, например, арахисом или фундуком? Для этого тоже есть специальное оборудование. Внутри этого огромного цилиндра орех очищается, бланшируется и на выходе уже готов к фасовке. Теперь давайте разберемся, как получают соленые орехи. Для этих целей на предприятии «Семушка» используют только натуральную и полезную морскую соль. По собственной технологии сначала готовят раствор. Он обязательно должен быть горячим. Им заливают отобранные семена или орехи. В этом большом бассейне орехи купаются, поры их раскрываются, а соль лучше проникает и впитывается. После соленого бассейна орехи ждет настоящая сауна. Здесь, в потоках горячего воздуха, происходит обжарка. Жареные орехи от «Семушки» термически обработаны и полностью готовы к употреблению. Однако прежде чем отправиться в цех упаковки, они должны остыть и отдохнуть в специальном помещении при пониженной температуре и определенной влажности. А что же происходит с сухофруктами? Мягкие, крупные сливы, абрикосы или сладкий изюм – все это внимательно осматривают и аккуратно перебирают вручную. Часть сухофруктов отправится на фасовку, а часть превратится в национальную сладость – фруктовый лаваш.
Размягченные фрукты перемалывают и превращают в пюре. Никакого сахара и других подсластителей, только вкус самих плодов. Специальный станок наносит пюре равномерным слоем на листы, как это делали издревле в горах Кавказа. По рецептам мам и бабушек такой лаваш должен сушиться на чердаке, в прохладном, темном и сухом помещении. Эффект горной мансарды полностью воссоздан здесь, в специальном сушильном зале, где доходит до нужной кондиции лаваш и другая популярная сладость — чурчхела. Но есть на предприятии место, где фрукты и орехи все же встречаются вместе. Отборные цукаты, полезные арахис, миндаль, кешью, черный изюм через несколько минут станут продуктом, который в ассортименте семушки считается давним фаворитом. Это фруктово-ореховые смеси. Еще бы! Купив одну упаковку с этим продуктом, можно сразу получить целую гамму витаминов, микроэлементов и, конечно, удовольствия. Кстати, как продукт в упаковку попадает? И вообще, как происходит создание знаменитых крафтовых пакетов от семушки? Или уже узнаваемых зеленых пачек продукции без обжарки, или голубых с морской солью? Все просто. Сначала каждый пакет — это часть огромной катушки. Проходя через станок, она приобретает нужную форму, обзаводится этикеткой и, наконец, получает самое главное — наполнение. На компьютере оператор задает нужную программу, которая определит размер и вес упаковки. От маленьких упаковок для полезного перекуса до больших семейных весом по 1 килограмму. Все для таких разных запросов покупателей продукции компании «Семушка». Кстати, а вот и цех этикетки. На каждой вся необходимая информация, которая соответствует российскому законодательству, и ответы на самые частые вопросы. Как, например, нужно ли мыть сухофрукты перед употреблением. А это настоящий центр инноваций на производстве «Семушка». Здесь, в лаборатории, рождаются идеи новых продуктов, проходят тесты и эксперименты. Так, например, новинка — фруктовый мармелад с орехами, семенами и ягодами внутри, похожий на янтарь с морского дна, тоже проходил свои первые испытания здесь. Самые вкусные и полезные конфеты из мармелада уже часть ассортимента компании. Еще одна новинка, которая тоже вышла в свет после тщательных экспериментов — ореховая паста. Для ее создания потребовалось изучение передового международного опыта, отбор нужного сырья, проведение ряда экспериментов. И вот уже сегодня вкус питательной, натуральной и полезной ореховой пасты может открыть для себя каждый покупатель. Однако задача лаборатории не только обеспечение разнообразия ассортимента и творческий рост бренда. Здесь осуществляется входной контроль. Именно сюда попадают все без исключения образцы продукции, поступающие на предприятие. Проверяется все, от размера и формы до влажности продуктов, на специальном аппарате. Здесь же расположен банк образцов. Это необходимо, если от покупателей поступит жалоба или вопрос: когда в компанию был доставлен тот или иной орех, в какое время он был упакован, в какой день и куда был отправлен. История каждой пачки от производства до покупки хранятся в архиве в течение 3 лет. Есть еще один пункт досмотра, где продукция проходит дополнительный контроль. Это металлодетектор.
Проведем небольшой эксперимент, чтобы понять, как он работает. Вот так. Ни один металлический предмет, ни такой, как эта скрепка, ни даже величиной с иголку не проскользнет мимо металлодетектора и точно не попадет на стол покупателя. Для хранения готовой продукции применяется принцип товарного соседства. Никогда, даже на одной палете, не окажутся упаковки разных видов. Полный порядок и контроль. А еще безопасность. На предприятии имеется собственная скважина. На участке подготовки проходит смягчение и очистка воды. И работает собственная система пожаротушения. Склад также оснащен инсектицидными лампами. Насекомые здесь лишние гости. Девиз компании «Семушка» — «Время быть здоровым». А здоровье человека, как известно, невозможно в условиях плохой экологии. Поэтому на предприятии ведется раздельный сбор мусора. Компания заботится об экологии и о каждом из своих сотрудников. На протяжении всей смены открыт доступ к аппарату со свежей газированной водой, а еще трехразовое бесплатное питание, общежитие, спецодежда – все это норма для политики компании. Здесь знают, грамотная корпоративная культура – это важная составляющая успеха бренда. Компания «Семушка» ведет свою историю с 2002 года. И эта история о дружбе и гармонии человека и природы, здоровье, правильном отношении к себе и к окружающей среде. И каждый, кто держит в руках продукцию компании «Семушка», тоже становится частью этой истории.